Всем привет! Сегодня мне дали на тест мощные H11 лампочки. Фирма или бренд называется Drive X. Вот такая вот коробочка красивая. Vapor Chamber, то есть система охлаждения тут модная. Написано, применяется типа как в видеокартах или мобильных телефонах. До 12 тысяч оборотов вентилятор. Япония. 6000 кельвинов, больше 30 тысяч часов. IP68, кстати. Но рабочее напряжение 9-16 вольт. Вот. То есть на грузовик не покатит. Вот такая вот тут картиночка интересная. Кому интересно, ставьте на паузу, смотрите, читайте. Диоды CSP, Bridgelux. В общем-то тут заметки, приметки, как ставить. Ну, ничего интересного. Такая вот упаковка идет. Значит, ставил я линзу от Ford Fusion, как обычно. Оригинал Valio. Ну, она уже минут 5-7 работает. Потребление у нее 58,7 ватта, ну около 59 ватт. Рабочее напряжение, вот видите, 13,7 вольта. Позамеряем ее сейчас. Так, ну сначала глянем, как она светит. То есть небольшое такое темно-желтое черное пятно. В целом пятно очень горячее. Вы поняли, короче, яркая. Вот так, если уменьшил экспозицию. Ну, скажу так, яркость неплохая. Но есть один момент. Вот сегодня приезжал ко мне человек на Ford Edge. Возможно, он мой подписчик даже. И какая проблемка? Получается, яркое пятно есть. А вот этой вот яркости уже не хватает. И получается, вот это пятно, оно сильно узкое. Если бы оно было по ширине хотя бы вот такое, тогда бы вдали свет между фарами перекрывался бы. И получалась бы нормальная заливка дорожного полотна. А так получается, как два пучка идет ярких, а посередине темное пятно. Поэтому как бы яркости-то вроде и хватает, а вот равномерности в тех же самых BLED линзах вот гораздо больше, чем просто если вставить LED-лампу. Так, замеряем, сколько выдает она. Выдает она 5780 люксов. Это очень хороший результат. Обычно эта линза выдавала, по-моему, около 1500 там, или 1800, я уже забыл, давно я галоген сюда вставлял. Ну, в общем-то, очень неплохо и достойно. А сейчас я вставлю в данную линзу лампу Infolight S1, тоже мощная, хорошая лампа, и посмотрим, сколько она выдает. Пока у нас прогревается лампочка Infolight S1 мощностью 50 Вт. Давайте рассмотрим поближе лампу Drive X на 65 Вт. Вот ее название, кстати. AL09. Ну, вот такой вот небольшой достаточно кулер. Ну как небольшой? Давайте сравним. Сравним штангенциркулем. Так, замерим лампу AL09 от компании Drive X. Померяем именно внутреннюю часть. 27,8 внутренний диаметр. Внешний диаметр 34 миллиметра. Так, теперь возьмем лампу Infolight S1. Сначала сразу меряем снаружи. 37.
То есть на 3 мм больше. И внутренний диаметр у нас 31,17. Так, а здесь у нас 27,7. Ну, грубо говоря, на 3-3,5 мм лампа Infolight имеет больший диаметр. Ну, она, видите, тут идет один ряд на Infolight диодов, а на лампе AL09 два ряда диодов. Здесь применяются тепловые трубки или медная пластина. Здесь вот тоже внутри, скорее всего, там что-то должно быть. В общем, давайте замерим теперь Infolight. Я в каких-то обзорах уже это делал, ну, освежим, скажем так. Тоже имеется небольшое темное пятно. В целом светит неплохо, все то же самое. Но яркость у нас немножко уже просела. Под верхом у нас тут 3400, 4500, 4600. Где-то 4700. А та лампа выдала у нас 5700. Но она и мощнее. Давайте посмотрим, насколько она мощнее. — 47 Вт потребляет Infolight. И 58 или 59 потреблял Drive X. То есть немножко заявленная мощность завышена и там, и там. Внешний драйвер у нас. Шнурочек в оплетке. Ну, на Infolight тоже. Это сейчас тренд, похоже. Еще раз посмотрим на данную лампу. Это елочка или стрелочка, что-то. Не пойму, что это такое. Ну, давайте вставим ксенон напоследок. Посмотрим, что может ксенон против супер мощных LED ламп. Итак, вставил ксенон. Лампочка у нас Infolight. H11, 4300 кельвинов. Но для чистоты эксперимента LED лампы у нас 50-ваттные, 65-ваттные. Я взял 50-ваттный блок розжига и 35-ваттная лампа. То есть, чтобы было одинаково по мощности потребляемые. Потому что LED, конечно, светят хорошо, но при этом чуть ли не в 2 раза потребляют, если 35-ваттный ксенон. Где прогресс? Прогресса нету. Оно в 2 раза мощнее, в 2 раза ярче. Ну, логично, логично. Сейчас мы еще вставим вот такую вот лампу H11. Она мощностью 32 ватта. То есть это чуть-чуть слабее ксенона 35-ваттного. И сравним с 35-ваттным ксеноном. И посмотрим уже, будет там разница или нет. Как видите, нету никаких темных пятен. То есть светит широко. Вот так вот я сфокусируюсь еще дополнительно. И теперь люксметром померяем. Сейчас делаю люксметр. И замеряем, сколько выдает ксенон на 50-ваттном блоке. А ксенон выдает у нас 6000, вот здесь в точке, 200 люксов. Ну вот, 6000 люксов. 3200. И вот здесь на третьей метке выдает 700 люксов. 700 люксов. 3200. 3300. Ну и в пике здесь находится 5800.
То есть по сути он выдает столько же, сколько 65-ваттная лампа, которая потребляет 59 ватт. Но при этом нету черного пятна. Вот так вот. Сейчас вставляем Xiaomi лампу на 32 ватта. И посмотрим, сколько она выдаст. Ну, нет, давайте сначала блок на 35 ватт. Вот этот вот Xiaomi Ultra подцепим на эту лампу и посмотрим в таком режиме, сколько она выдает. Итак, Xenon InfoLight 4300 кельвинов. Блок Xiaomi Ultra. Потребление сейчас у нас 48 ватт. Но это еще она разжигается. Давайте подождем, пока она выйдет в режим. Итак, все, Xenon у нас больше не меняет показания по мощности. 44 ватта. Блок Xiaomi Ultra. Нету черного пятна. Ну, естественно, я лампочку не менял. Сколько выдает? Выдает 4700. Здесь даже 5. 5100. То есть получается, что в штатной линзе Xenon еще даже немножко ярче, чем даже самые мощные LED лампы. У меня нет, к сожалению, пока возможности взять F5C, там K4C. Я вообще LED лампами особо не занимаюсь. Меня вот попросили затестировать, я это делаю. Как бы я за BLED линзы, потому что это реально еще ярче, еще правильнее, и плюс есть дальний свет в линзе. Ну давайте теперь вставим лампу Xiaomi F6 мощностью 32 ватта и посмотрим, сколько она выдает. Итак, вставил лампочку Xiaomi F6. Идет в комплекте вот такая вот инструкция. Посмотрим, что тут пишут. Параметры: 32 ватта, 9,32 вольта, IP65, GCR 7535 у нас диоды, 6000 кельвинов. Сама лампа выглядит вот так. Один ряд диодов, то есть 3 чипа здесь. Кулер с открытой сеткой, скажем так. Неплохой радиатор. Но посмотрим теперь на свет. Сразу бросается в глаза большое черное пятно. Ну, визуально я вижу, что яркость, поменьше, естественно. Потребляет данная лампа после прогрева 28,5 где-то ватт. Честных. Как видим, тенденция завышать мощность присутствует. Не намного, но есть. Так, теперь померяем освещенность. Ну, как видите, максималочки упали. $3600, $3300. $3500. Ну, как видите, менее мощные лампы, они не дают той даже яркости, которую дает Xenon. Ну и зачастую присутствует темное пятно на дороге. То есть от машины свет, будет идти уже гораздо дальше. Поэтому, в принципе, вот вставлять в штатную оптику Xenon или LED, это еще очень и очень спорный вопрос. То есть, если
машина ездит редко по ночам, можно смело ставить 50-ваттный ксенон. И еще отъездить там 1100, я думаю, смело. Но если вы покупаете машину уже с пробегом 100 плюс тысяч километров, то рассчитывайте, что там уже может быть подсаженный отражатель. И даже установка мощных там LED-ламп или ксенона может не дать ожидаемого результата. То есть минимальный порог, при котором можно ночью более-менее как-то передвигаться, вот моя шкала, это вот 3 и выше 1000 люксов. То есть то, что ниже 3000 люксов, скажем так, там 3-4 тысячи люксов, смотря как свет распределяется на дороге, это уже очень слабый свет. То есть вы можете взять приложение, поставить люксметр, оно плюс-минус показывает реальные значения. У меня есть ролик на канале, ссылочку я оставлю. И прикинуть, как у вас светят фары. То есть вы будете понимать, надо вам что-то делать с фарами. Не, ну если вы ночью ни хрена не видите, то понятно, что надо. Ну а если так вы сомневаетесь, то возьмите вот такое приложение, не надо покупать люксметр. И любой современный смартфон сможет вам подсказать, насколько слабый или сильный у вас свет. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если интересно. До новых встреч, всем пока. Я просто похлопаю.